Здравствуйте, товарищи! Меня зовут Артемий Троицкий. Игорем Кирилловым я вас больше мучить не буду, но видеоэпопею «Популярная советология», она же поп-совет, мы сейчас продолжим. Сейчас у нас шестая уже серия, шестой эпизод этой самой советологии, и это вторая часть сегмента под названием «База», некоторые базовые вещи. Не так давно мы говорили об основах советской идеологии, а теперь поговорим об основах, опять же, самых таких корневых понятиях советского образа жизни. Очень хочется вспомнить классический антиутопический роман Джорджа Оруэлла «1984». Написан был в 1949 году, когда, в общем-то, Советский Союз уже был в полном расцвете. В этом романе Джордж Оруэлл вводит такое понятие, как doublethink, то есть двоемыслие. Двоемыслие – это как бы образ мыслей в тоталитарном государстве, когда человек вроде как видит одно, а внушается ему со всей силой пропагандой и вообще внешним миром что-то прямо противоположное. Типа, что черное – это белое, белое – это черное. Ну, у Оруэлла есть несколько, четких формулировок, типа «свобода – это рабство», «мир – это война», «невежество – это знание», ну или наоборот, «знание – это невежество» и так далее. В Советском Союзе вот этот закон двоемыслия действовал на 100%, но я бы дополнил бы эту штуку. Сначала мне пришла в голову такая формула в виде знака Мерседеса. Такие три луча, расходящиеся под одинаковым углом в разные стороны. То есть одно – это то, что человек видит и чувствует, другое – это то, что ему внушают, то есть как он мыслит, и третье – это то, что он при этом делает. Но на самом деле я бы сказал, что чем значок Мерседеса, тут скорее уместен был бы четырехстрелочный такой значок типа эмблемы Североатлантического договора НАТО. То есть первое, опять же, то, что человек реально видит и чувствует. Второе – это то, что человек при этом думает. Третье – это то, что он делает. И четвертое – это то, что он говорит публично. И надо сказать, что все эти четыре вектора – они друг к другу расположены перпендикулярно. При столкновении каждого из них возникает ощущение, которое сейчас популярно стало называть когнитивным диссонансом. Ну, то есть, с одной стороны, люди видели, ощущали всеми фибрами, и ушами, и глазами, и этими вкусовыми пупырышками в заводских столовых, они ощущали, что, в общем-то, дело хреново. Живем мы в мире несправедливом, некомфортном, что где-то там за бугром, за забором на самом деле гораздо лучше и так далее. При этом публично, естественно, никогда этого не выражали. Почему? Потому что это было чревато доносами, чревато арестами, да и вообще, всяческой порчей жизни. Но в то же время, помимо публичных разговоров, естественно, у них были и частные разговоры, все эти кухонные разговоры и так далее, где они эту критику могли высказать и говорили что-то совершенно не то, что им внушалось советской пропагандой. Ну и, наконец, последнее действие. Действия у большинства советских людей были такие, что, в общем-то, они, можно сказать, ничего не делали. То есть к конформизму
добавлялась еще какая-то скучная, вялая работа, вялая карьера, которая ничего не давала человеку в плане самореализации, в плане какой-то вообще полноценной жизни. Вот так вот как-то влачили свое существование десятки миллионов советских людей. Были ли при этом люди, которые верили в советскую власть, в советский образ жизни, в превосходство советского образа жизни над буржуазным, западным? Конечно, такие люди были, но их было довольно мало, и я могу честно сказать, что лично я таких людей не знал. Скажем, мой отец, он, с одной стороны, был очень редким экземпляром убежденного коммуниста. То есть он верил как раз в марксизм, он дружил с Фиделем Кастро и Че Геварой и так далее, но при этом в советский образ жизни, в советскую идеологию, в советское государство он абсолютно не верил. За что, кстати говоря, был, по-моему, в 1981 году исключен из коммунистической партии. И считали его, значит, каким-то ревизионистом, леваком, еврокоммунистом. А вот таких людей, которые бы искренне считали, что все в Советском Союзе делается правильно, и что Брежнев молодец, и что Америка загнивает и отстает, а мы, значит, рвемся вперед в светлое будущее, таких людей я практически не знал. Это было, так же абсурдно, как утверждать, что сигареты Ява лучше, чем сигареты культовые в советское время, сигареты Мальборо. Всем было ясно, что, конечно же, одно дело Мальборо, одно дело Мерседес, а другое дело сигареты Ту-134 или машина Москвич. Итак, верующих в коммунизм в Советском Союзе было очень и очень мало, причем я так думаю, что во всех слоях населения. В общем-то, антисоветизм был, я бы сказал, нормой жизни, и все люди так более или менее понимали, что к чему, и более или менее понимали, что советская пропаганда вся, и телевизионная, и лекционная, и вообще она из каждого утюга неслась, что эта пропаганда, конечно же, лживая. Но конформизм, стадное чувство, да и просто инстинкт самосохранения удерживали людей от того, чтобы по этому поводу возникать. Были ли в Советском Союзе свободные люди, люди, которые вели свободный образ жизни? Да, в общем-то, были. Это называлось, кто-то называл это подполье, кто-то называл это внутренняя миграция и так далее, но такие люди были. Это были и какие-то интеллигенты, это была и какая-то хиповая, панковая и так далее молодежь. Эти ребята жили, стараясь минимальным образом соприкасаться с государством. То есть Борис Гребенщиков, один из таких людей, назвал это когда-то поколением дворников и сторожей. На самом деле, конечно же, это не было все поколение. Большая часть молодых людей состояла в комсомоле, делали карьеру, зашибали какие-то мелкие деньги на свои мелкие расходы. Но были и такие вот отщепенцы, скажем так. Сейчас, по-моему, это называется еще внутренняя эмиграция. В Советском Союзе, по-моему, такого словосочетания не было. Люди такие были. И их было достаточно много, и, в общем-то, я могу сказать, что тоже принадлежал, по крайней мере, одной ногой стоял в этом самом подполье. Хотя моя ситуация была чуточку более замысловатой. Были ли люди, которые боролись с совком, с советским образом жизни? Да, люди такие были. Это были такие профессиональные, сертифицированные антисоветчики, диссиденты. Смелые люди, несомненно, с которыми советская власть расправлялась, в общем-то, самым жестоким образом. То есть их при Брежневе, по крайней мере, я же вообще сейчас говорю о
так сказать, о периоде развитого социализма, при котором я жил. По поводу сталинских времен тут я могу только какие-то отсылки иногда делать. Но вообще я исхожу из собственного опыта. Диссидентов, в отличие от сталинских времен, их не расстреливали, но их сажали, они сидели в лагерях, они лежали в психиатрических больницах и так далее. И, в общем-то, диссидентство искоренялось всячески. Некоторых особо почетных диссидентов, за которых хлопотал Запад, из страны выселяли. Но это произошло, скажем, и с Буковским, это произошло и с Солженицыным и так далее. Люди такие были, но диссидентов в СССР было очень мало. Я никогда не читал статистики по этому поводу. Думаю, что, скорее всего, такой статистики даже и нет. Не думаю, что настоящих таких состоящих на учете, скажем так, диссидентов в стране было больше, скажем, 5-10 тысяч. Может быть, я ошибаюсь, но думаю, что нет. Резюмируя вышесказанное, я бы сказал так. При том, что советский образ жизни, конечно же, доминировал в стране полностью, но, в общем-то, можно было его избежать. Можно было заняться этим самым эскепизмом, бегством от реальности, сократить до минимума какие-то ниточки, которые тебя связывали с советским образом жизни, и жить, в общем-то, достаточно интересно и достаточно полноценно, при этом делая упор не на свою официальную жизнь в контексте советской страны, а на какие-то альтернативные штуки, на какие-то хобби и так далее. Будь то музыка, будь то искусство, будь то радиолюбительство. Это могло быть что угодно, но, в общем, существовали такие щели, существовали такие тайные ходы, которые позволяли довольно многим, в общем-то, я бы даже сказал, миллионам советских людей, в основном молодых, но иногда и не очень молодых, но позволяли им жить своей жизнью, а не жизнью, навязанной им советским строем. На этом я завершаю 6-ю серию. Теперь у нас все будет гораздо менее базово и гораздо менее, скажем так, серьезно и занудно. В следующей серии мы с вами поговорим о том, как питались люди в Советском Союзе. Да. Что они покупали в магазинах и что они при этом ели ртом. Меня зовут Арсений Троицкий. Это популярная советология. Я очень рад, что я покончил с теоретической частью. Она, надо сказать, далась мне с большим трудом. Дальше будет веселей. Всем счастливо.